Миллионер спорил, что никто не сможет укротить его коня. Но то, что сделал этот бездомный мальчик, всех поразило. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Жаркое полуденное солнце выжигало поместье Ла Кампана, разбросанное среди сухих равнин центральной Аргентины. Вдоль идеально подстриженных кипарисов ходили конюхи, поливая газон, подметая дорожки и расчесывая гривы дорогостоящих скакунов. Всем этим богатством владел Рамиро Кастильо, миллионер, чье самомнение возрастало пропорционально цене лошадей в его коллекции. Самой загадочной жемчужиной стада был жеребец Гром, угольно-черный, как выжженная земля после пожара. Его привезли из Чили всего месяц назад, заплатив сумму, за которую можно купить самолет. Но конь оказался непокорным. При каждом приближении человека он дыбился, брыкался и крушил доски загона. 3 укротителя уже побывали в больнице, оставив Рамиро в бешенстве и смятении. Отчаянный владелец вызвал знаменитого скакуна, Луиса Моралеса. Невысокий мужчина с обветренным лицом, он приехал без лишней суеты. Только седельная сумка и посох. 3 дня подряд Луис подходил к жеребцу на расстояние вытянутой руки, разговаривал ласково, приносил лакомство, но Гром отвечал, как и раньше, шквалом копыт и пеной на губах. «В нем живет не страх, а старая рана», — сказал Луис хозяину. «Его дух уже однажды сломали, и он никому не доверяет». Рамиро, уязвленный намеком на собственную некомпетентность, выгнал укротителя, не заплатив ни цента. А ночью в клубе для элиты родилась идея сделать из этого шоу. Пари Рамиро — $50 000 тому, кто продержится на Громе 3 минуты. Разнеслось через газеты и радио. Лучшие ковбои, испанские наездники-классики, даже пара цирковых артистов приехали испытать удачу. Никто не держался дольше 30 секунд. Одного конь подбросил и зажал к ограде, другого швырнул через голову, третьего пришлось увозить на скорой. В 28-й день у кованых ворот Ла Кампаны появился босоногий мальчик. Ему едва исполнилось 12, звали его Ричард. «Вернись к мамочке», — усмехнулся охранник. «У меня нет мамы», — спокойно ответил Ричард. «Я пришел попробовать». Новость о дерзком оборванце мигом долетела до террасы, где Рамиро потягивал ледяной тоник с друзьями. Смех миллионера звучал, как раскат колокола. «Пусть выходит. Будет фееричным финалом, перед тем, как мы отправим этого дьявола на бойню». Толпа обступила тренировочный круг. Гром грохотал копытами, словно барабанщик перед боем. Но когда дверь открылась и хрупкий мальчик шагнул внутрь, произошло непредсказуемое. Ричард не попытался схватить гриву или подойти вплотную. Он присел в пыль и повернулся боком к коню, как будто пришел под тень большого дерева отдохнуть. 5, 10, 20 долгих секунд Гром тяжело дышал, то пошатывая хвостом, то резко вскидывая морду. Затем сделал шаг. Потом еще. Ричард тише шепота говорил: «Я знаю, каково это, когда тебе не верят. Нам обоим нужно лишь немного времени». Жеребец протянул шею, обнюхал ладонь мальчика. И вдруг нос опустился к волосам Ричарда. Залп удивленного шепота пронесся по зрителям. Через минуту мальчик стоял на ногах, гладил коня по шее, а еще через минуту сел ему на спину без седла и уздечки. Гром неторопливо пошел по кругу, словно гордый танцор. Хронометрист выкрикнул: «3 минуты! Прошли!» Аплодисменты захлебнулись, когда Рамиро встал со своего кресла. «Плата твоя, но конь остается моим имуществом». «Мне не нужны деньги», — ответил Ричард. «Я хочу забрать Грома». Высокомерный хозяин, чтобы сохранить лицо, предложил компромисс: половину суммы и доступ к коню, остающемуся в поместье.
Ричард отказался. Тогда он придумал второе пари. Мальчик и Рамиро встанут по разным сторонам загона и позовут жеребца. Кому тот подойдет, тому и принадлежит. На счет 3 Гром, не колеблясь, шагнул к Ричарду и ткнулся мордой в его грудь. Перед глазами десятков свидетелей Рамиро проглотил поражение, но затаил лютую злобу. Ричард шел по пыльной дороге вместе с конем, пока не добрался до деревушки Ла-Эсперанса. Здесь жил немногословный кузнец Мануэль, вдовец, державший небольшую кузню и пустующую конюшню. Услышав историю мальчика, он произнес: «Работай у меня, учись делу, ухаживай за Громом. Крыша и хлеб будут». Ричард вставал еще до рассвета, вычищал стойла, подковывал телеги, раздувал горн и все свое свободное время проводил с Громом. Когда слухи о чудесной паре разнеслись по округе, в деревне появился Кастильо. Он предложил сначала 10 тысяч, потом 100 тысяч, наконец, 200 тысяч долларов за жеребца. Ричард отказался. Кастильо ушел с предупреждением: «Я не привык слышать отказы». Через неделю под лунным светом двое людей в черном взломали конюшню. Ричард успел поднять тревогу, и жители выбежали с фонарями и вилами. Воры скрылись, но стало ясно. Дело запахло войной. Многие жители решили защищать мальчика и коня. Тогда Кастильо пошел официальным путем, подал иск о возврате собственности, приложив все документы и счет-фактуры. День слушания проходил в провинциальном суде Сан-Мартин. Судья Андрес Лусеро славился неподкупностью и честностью. С одной стороны колонна адвокатов Кастильо, с другой — дрожащий Ричард и несколько свидетелей. Юристы Рамиро твердили о собственности и убытках. Ричард говорил о чести слова, о выборе живого существа, о переменах в поведении животного. Ричард, когда судья попросил его подойти, произнес: «Если Гром вернется к человеку, которому он не доверяет, он снова станет бешеным. А если останется со мной, будет спокоен и счастлив. Конь, не статуэтка, он чувствует». В этот момент дверь распахнулась. Вошел Диего Руис, юрист Рамиро, который организовывал пари и готовил документы. Он осмелился пойти против своего начальника и передал судье подписанный Кастильо лист. «Я, Рамиро Кастильо, обязуюсь отдать жеребца мальчику, если тот продержится на нем 3 минуты». Зал ахнул. Рамиро побледнел. Судья поднялся. Доказательства ясны. Жеребец по праву принадлежит Ричарду. Иск отклонен. Вечером Ла Эсперанса праздновала. Гитары, мед, танцы до зари. Ричард не участвовал в веселье. Он отвел Грома на пригорок, где светила огромная луна. Нас пытались купить, украсть, запугать, но мы выдержали, прошептал он, прижавшись лбом к темной шее жеребца. Гром тихо заржал и коснулся носом груди мальчика. Две одинокие души стояли рядом, а ветер шептал, что иногда сильнее всех тот, кто защищает, а не подчиняет. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!